Мы приехали в аул Черкота, очень древний, построенный в 16 веке. Приехали в гости в гостевой дом Мирида. Дом, который был построен более 100 лет назад, то есть по образцу, по которому строили все дагестанские дома, именно в этой местности, потому что архитектура отличается. Этому дому свыше 100 лет. Да, именно этому дому, и он построен дедушкой нынешнего владельца гостевого дома. Так, ну что ж, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. С приездом, Ахмад. Расскажите, куда мы попали, что за красота, что за место такое? Вы пришли в гостевой дом, функционируем как гостевой, на ночевку, также и питание, все тоже предоставляем. Сколько дому лет? По нашим расчетам где-то чуть больше 100 лет может быть, постреволюционные вот эти года, где-то 10-й. Здесь жил ваш дедушка, бабушка. Так помню я их мутно помню. Помню даже и прабабушку. Вот она вот здесь была и пряла ковры, вот Пряжу. это все, да, вот это ихняя работа, вот бабушки и прабабушки тоже. Здесь очень все уютно, очень все вот по-старому, наверное, да, вот по-древнему. Расскажите, пожалуйста, вот в те года, как, что где находилось? Я, наверное, предполагаю, что там двор, да, наверное, был. Да, здесь сарайчик был, да, у нас сарайчик. А так раньше здесь вот и закрыто было вот это место. С той стороны обычно у нас Скот, наверное. наверное. Да, скот, там барашки, куры были. Разделены 3 комнаты, и в каждой из них по 2 кровати. Печка тоже также вот в неизменном таком виде, просто штукатурка немножечко и штукатурка. да, косметику такую сделали. Это первая комната. Рассказывайте, что Вот. сохранилось с тех времен и как она, может быть, называлась? Ну, вся утварь, которая здесь вы видите, это все, которое здесь было, она в обиходе у нас называется как бы девичья комната тоже вот. И платочки здесь, короче, и платья, и люлька вот для ребенка, например. Ну и для готовки вот. Камин, Как раз то, что вы какой-то, говорили, да, это как раз, да, в на зиму. зимнее время Да, суток. зимнее время. За кадром уже сказали то, что у вас прабабушка, да, получается, прила, Да. то есть Бабушка. ковры, да, я так понимаю, по Это которым ковер тоже, да. ходим. Она ткала. Это получается Шерстяная. годов аж. Это больше 60-70 точно есть ему, да, это точно. Вот так вот. Вторая комната, гостиная, как правильно? Ну да, гостиная комната тоже. Просторнее. Здесь и по 3 кровати. Если комната такая немножко потемнее, там Делали недостаточно, окно. да, там сверху делали окно. Я помню, там от пазика такое окошко было. Вокруг такая резина. И от пазика. Облагородили, короче, я понял. Но, как нам тоже сказали, поведали небольшую историю, что это не просто, ребят, гостиная. Здесь вот, казалось бы, да, вот совсем маленькое помещение, но здесь есть одна особенность. Есть стол, опора, которая держит крышу и несет не только вот эту вот свою инженерную функцию, назовем ее так, но еще и как функцию для того, чтобы показать достаток в том числе. То есть те люди, которые могли себе позволить, украшали вот украшали эту деревянную опору различными узорами. То есть, если ты можешь себе позволить более такого дорогого искусного мастера, он, понятно, здесь наворачивал всяких узоров. Здесь мы видим достаточно скромную историю, но плюс еще по рассказам некоторых жителей горских селений можно было нанести смертельную обиду и оскорбление хозяину, владельцу дома, если ты вдруг воткнешь сюда там, кинжал, нож, тебе могли объявить кровную месть. А кровная месть чревата, сами знаете, чем. Поэтому Ну, я очень думаю, да, важно. все знают. Как сказал наш гид, все-таки зимой прохладно. Как в то время, не имея толком ни электричества, ничего, как люди обогревались? Ведь вот я вижу, что стоит печь, но при этом здесь же копоть, здесь дым будет стоять. Расскажите, пожалуйста. Ну, печь мы уже потом поставили. Таких печей не было. И где камин, вон там, прямо на полу ставили травишки, хворост. Костер Да, разжигали. костер разжигали. И бывало в комнате, говорит, дымно, сильно даже дымно. И даже зимой приоткрыто оставляли и дверь, также и окно, чтобы немножко проветривалось.
Ну, если каждый день, например, готовят, там, обедом или ночью, то бывает и стены тоже немножко разогреты, и поэтому тепло немножко, накапливалось за день. накапливалось, да. То есть женщины пока готовили, в общем-то, они еще и параллельно обогревали сам Да, дом на ночь. Сам комнату, да. Ребятки, ну, немножечко мы отдохнули, посидели, пообщались, покушали ягодок. Каких? Тутовник или умные все. У меня малина была, и это очень сладкая, очень вкусная, сказали, сироп какой-то из нее добывают. Да, очень вкусно. На, только они знаешь, что потом мне говорят? Ты нас не угощаешь, ты нам ничего не даешь, ты сам все жрешь в одно лицо. Вот, на, пожалуйста. Вот. Короче, пойдем сейчас, нас пригласили, как все готовят. То есть прям женщины сейчас будут готовить, это прям уважение. Пойдемте, ребят. Приятного аппетита. О, вот ты и здесь. Ну что, ребят, у нас все по-простому. Позвали нас за стол, за всем нам привычный. Но решили мы именно вот в этом месте покушать. Здесь тенечек, хорошо, горы, вид. По квартирам еще насидимся. Вот как вот, с чего у вас все начинается? Начинай с Ты того. рассказывал там за кадром, по секрету, что с чая или с ягодок, чтобы аппетит, да, разыграть? Да. А как на самом деле? В принципе, мы сегодня, я думаю, так хорошо нагуляли аппетит, поэтому в нашем случае можно начинать с того, что больше нравится. Вот что визуально тебе больше нравится, скажи, я тебе Мне скажу, все как здесь тебе. нравится. Тогда бери рукой Давай. чудушку. То есть начнем с чуду. Так, целиком, как торт берется. Можешь, смотри, можешь Мгм. взять вот так, в принципе. Мгм. Вот так. Угу. Но он слоеный, когда берется? Да. Ага. Так. Затем откладываем вилку, она нам Мгм. больше не понадобится. Вот И так. пошел. прям как пиццу. Угу. О, это нам такое надо. Что у нас здесь? Творог, картошка. Угу. Все просто. Мне очень нравится. Это тоже традиционное. Да. Классика. С чайком вот это вот пойдет просто. Вот. Да. На следующий день, после того, как они уже остынут, полежать немного, их обжаривают еще раз. И их едят с чаем на завтрак. По второму кругу. Да. Безотходное производство Никаких вообще. отходов. Отходы — это такой- непозволительная роскошь для нас. Мгм. Ну, что мне вам там сказать? Ну, вы там сидите вот эти ваши, и едите ерунду разную. Я, ребят, человек простой. То, что я сюда приеду, это 100%. Все сытно, максимально сытная кухня. Уже говорю, это не первый раз на кавказских кухнях. Но когда это все, ребят, на свежем воздухе, погулять, поснимать, кайфануть, это прям на несколько дней сюда перезагрузиться, приехать, это самое оно. Дальше у нас основное блюдо. Да, в принципе. Аварский хинкал. Сразу вот это вот, давай рассказывай. Вот эти вот аварские, а еще какой есть? Даргинский, кумыкский. Кумыкский и лезгинский идут многовековые Смотри, споры. их там много смотрят. Да. Они сейчас это тебе потом Не напишут. утихают споры, чей же это хинкал, кумыкский или лезгинский. Я, так как мне еще жить здесь, не буду отвечать на этот вопрос. Очень грамотно, очень грамотно. Не имеет значения, он есть. Неважно чей, но главное вкус. Вкусный, да, В чем различие? в форме. Вот. В форме. В форме Они теста? отличаются формой теста, да. Так. И все, в принципе. Единственное глобальное, наверное, отличие только у лакского хинкала, который делается такими тоненькими кусочками теста. Мгм. Его прям женщины вот так делают.
закидывается это все в бульон, Мгм. и естся как бульон, как суп. Просто как супчик Да, пошел. это единственное, вот, наверное, Это такое глобальное. кардинальное различие, да. Да. Единственное, там, наверное, то, что сильно отличается в целом, Мгм. фишка у всех одна, то есть это тесто и мясо. Мясо, аджика, кто-то добавляет еще и картошку, Мгм. бульончик. Ну, сейчас я думаю, что нам, в принципе, мы можем обойтись без бульона. И все. То есть все хинкалы, они готовятся по одному принципу. Мгм. Никаких глобальных различий между ними нет. Но готовится все очень быстро. Очень быстро и очень вкусно. Ну что ж, давай попробуем, как Давай. правильно берется. Берешь Вилкой. То Так, есть хоть всё рукой, поставим. ты, в принципе, можешь вообще. Опа! Так, взял Мясо мясо. Взял. Опа! Кусочек взял. Так. поливаешь это все аджикой Мгм. сверху. Так. Забабахал аджички. Остренькая, нет? Ну, Нормально? думаю, да. Пойдет. Так. Теперь кушаешь. Руками все, пошел. Можно вилкой, чтобы для того, чтобы не испачкать руки, в принципе. Но здесь можно и руками, можно вилкой, как тебе удобнее. Давай вот прямо вот Мне так. знаешь, чего кавказцы сказали? Сказали, если ты вилкой на видео будешь есть наши блюда, мы тебя вообще не простим. Вот, так что я это. И закусываешь мясо. Вкусненькая, прям остренькая такая, хорошая, как я люблю. Мне больше ничего не надо. На свидание после такого хинкала не пойдешь. Лег и все. Вот. Слушай, ну это максимально сытно. Да. Вся это вот, ну сколько, 2 куска ты съешь и все. Ну жару. там прям 10 это минимум. 10? Да, десяточка это минимум. У нас прям считают, сколько ты съел. Мясо, на вкус как мясо. Вот ешь и еще хочется взять, понимаешь? То есть оно безостановочно. Сидишь на чиле, на расслабоне, ну как мы любим. То есть вообще вот это вот истории за жизнь, вот это, да, наверное, пообщаться. Аджичка остренькая, но после вот этого горения нет никакого. То есть чуть-чуть она, как я люблю, короче. Так чисто символически она, как аджичка наша такая вот. По поводу теста, типа слоеного теста, я не знаю, как объяснить. Знаешь, такое оно, как вот слоеное, вкусное, легко залетает. То есть, я не знаю, я просто поесть еще хочу. Вот там это сидеть, вот это вот рассказывать. Расскажи какую-нибудь лучше легенду. Вот есть какая-нибудь у вас притча? Фишка в тесте сейчас. Потому что оно вот такое. Какое? То есть, Как это? Ну, пока подушечка. То есть я Как, не короче, знаю, понял, как это- тортик такой, этот бисквит внутри. Да. То есть оно должно быть такое мягкое. Главное его не переварить Угу. и не недоварить. Дай-ка, аджички-то я... Ой, Пожалуйста. Есть какая-нибудь вот у вас... Ты аварец, да? Да. Ну, какая-нибудь вот это вот высоко-высоко в горах. Да. Давай. Собрались высоко-высоко в горах метеорологи. Мгм. Приехали из Москвы. Они так достали местных, что те решили их отравить. Но отравить они их решили аварским хинкалом. Что они сделали? Принесли хинкал, поставили перед ними. Те едят. И, значит, эти местные уже такие, 100% ночь не переживут. А потом те берут, запивают это бульоном и говорят, все, не получилось отравить. Потому что бульон противоядие. О как. Да. То есть в чем фишка? С непривычки, когда твое тело, твой организм не привык к такой еде, у людей может начаться проблемы с пищеварением из-за того, что ты ешь вот эту вот еду. А бульон выполняет своего рода роль такого типа стабилизатора, я не знаю. Катализатор, короче. Что. Катализатор, да, он убирает весь этот эффект. Поэтому бульончиком желательно запивать. Но так как у нас здесь мы сейчас не так сильно налегаем, плюс у нас как бы чуду, Да все нет, это все, да. там это просто те метеорологи налегали, там они налегали съезжали, сильно. да, они прям очень много, они же все на 100% не переживут. Ну, так как они еще и на бульон налегли, то ничего не получилось. Слушай, мне вот кажется, вот сейчас как раз вот хозяин пришел, вы нам скажите, сколько вот стоит вот здесь вот денек провести?
Вот позавтракать, поужинать, потому что днем все равно мы все гуляем. Вот сколько стоит вот это все? Поужинать на ночь. Не, целый день. Да, целый день вот просто. И завтрак. И ужин. Да, и ужин. 1700. Получается, если по отдельности, ужин по 500, ночевка по 900 и завтрак по 300 рублей. До 10 лет бесплатно у нас. До 10 лет бесплатно. Но вид здесь. Ой. И такая, знаешь, тишина. Ни шума, ни гамма. Ветерочек. Причем нет, да, вот этой вот жары вот такой прям, которая прям шарашит тебя, и ты сидишь, думаешь, как вообще выжить после этого, да. Напоминаю, это мы снимаем в июне месяце, да, сейчас? Считай. Конец июня. Когда лучше приезжать, когда лучше не приезжать? Когда самое жесткое вот это вот жарище у вас? Ну, год на год, Да, в конечно, не принципе, приходится, но... все лето, оно достаточно жаркое, но Мгм. с учетом, что ты есть есть ветерочек. Мгм. То есть, если ты не стоишь на одном месте, то в принципе тебе будет комфортно. Кстати, да, прикол в этом есть. Потому что когда только останавливаешься, вот стоишь, как этот, втыкаешь, начинает жарко. Просто идешь, настолько вот такой прям ветерочек. Плюс прям нужно хороший. понимать, что много рек, водопадов, под которыми ты можешь искупаться и в принципе охладиться. Самое главное, что то есть чем больше у тебя открытых частей тела, тем тебе жарче. Тем понятно. тебе жарче. Да. Ну, как Почему бы это закрывали? странно, Да. странно это не звучало, но тем больше частей тела у тебя сгорит, потому что солнце агрессивное, и ты быстренько сгораешь. То есть у чуваков там прям вот следы от очков оставались вот так вот здесь. Денечек погуляли, у них здесь вот следы от солнцезащитных очков. Поэтому идеальное время, это понятное дело, это поздняя весна, ранняя осень. Но летом понятно, что ни осенью, ни ранней весной столько зелени, такого количества активности, того, что ты можешь, там, я не знаю, захотел на восхождение, пошел на восхождение, захотел трекинг, пошел на трекинг, Ну, чего угодно. захотел на улице лечь спать, просто там, Взял, типа, лег. там взял в парке, например, Мгм. почему нет? Вот, То есть поэтому... всем вообще все равно. Да, никто ничего, то есть кемпинг разбить, приехал с палаткой, поставь где угодно палатку, с тебя никто деньги не возьмет, рядом с тобой остановятся люди, спросят, все ли нормально, что типа ты здесь с палаткой стоишь, все у тебя хорошо, никакой агрессии, там ничего подобного, понятно, быть Не, не я может. этого не видел вообще. Да, поэтому, в принципе, Наоборот, все интересуются. Я говорю, мы вчера ребятам, cool story, пока на заправку ходили, в магазинчик зашли и на заправку. На заправку зашли, что-то водички купили. И в магазин потом что-то мы пошли, что-то ребята там чипсы, еще там что-то какую-то ерунду так чисто вечером похрумкать. И у нас и там, и там. Причем сразу, схода вопрос. А вы только приехали? Сразу вот этот вот вопрос. Причем на заправке вышел... На заправке вышло, заговорили с кассиром, а вышел, я так понимаю, директор, наверное, заправки или как там, управляющая. А как, а где остановились, а вот что, а вот все ли хорошо, а что вот так, а что не так. То есть это прям, ну это очень хорошо. ну, в большинстве случаев так и будет. То есть мы до сих пор удивляемся, когда видим, когда проезжают машины, типа, ну, туристические, мы такие, о, туристы, о, туристы. Я недавно даже спрашивал там, у своего брата, когда, говорю, мы перестанем удивляться тому, что люди приезжают на своих машинах. Поэтому здесь, в принципе, люди, несмотря на то, что, ну, больше 2 лет уже в такой прям очень активной фазе туристическая отрасль развивается, но все равно еще не так, наверное, изнежены, избалованы туристическими интересами, все равно как бы нет такого, как в других регионах, где больше туристов. Слушай, я честно говорю, я не представляю, как мы успеем все это показать. Очень хочу и на море, очень хочу в Дербент крепость показать, потому что я обещал. Да, знаете кому и когда. Вопрос только в том, что времени, к сожалению, мало. И завтра, вот у нас даже день вылета вечером. Мы, я так думаю, с вещами соберемся, ребята. Все равно я свое слово сдержу, потому что я вам сказал. И съездим обязательно в крепость, хотя бы, ну, покажем вам, что, где, как, зачем, почему. Так что как-то вот так. Ну, а по поводу перемещений и всего остального, я так думаю, что
повторюсь, который мы здесь день, уже, наверное, третий, да. Только позитив. На свадьбе везде я не увидел ничего такого. То есть все максимально... Люди прям сами подходят. Вы приехали, вы в гости, да, то есть вот так вот. Не хочешь общаться, так же ты спокойно пойдешь. Вечером мы спокойно прогулялись. Все команды вчера посидели немножко, тоже пообщались. В кафе, в заведениях, по крайней мере, вот в центре, где мы сидели, вообще великолепно тоже спрашивают, а кто, а что. То есть прям очень позитивные люди. Так что как-то так. Ну а мы, я так думаю, сейчас по чайку и будем собираться в дорогу, так как нам еще очень много всего снимать. Да, чтобы ты послушал запах. Блин, на что же он похож, я тебе скажу. Липовый цвет, по-моему, у нас. Короче, такой травы, но он... Я даже не знаю, с чем. Что за трава там? Чебрец. Чебрец дает основной аромат, здесь понятно. Это настоящая смесь, трава? Да, это смесь черного чая с чабрецом, Угу. для того, чтобы гостям было более привычно. Потому что все-таки, когда у тебя бесцветный чай, Ну да, это... типа, нам, по-моему, какую-то китайскую поделку подсунули. Это кто не понимает. Да. У нас еще одни любят чай, да, пить? Чаевничать. Мы тут за кадром уже сидим, Да, смеемся. Они меня тоже попросили. Передай привет. Азербайджанцы у нас есть. У меня знакомые, да-да-да. Чоксал. Ох, они... На чай когда придешь? Когда на чай? Я говорю, да что ж такое? Я говорю, вы его что, постоянно пьете? Так что тоже всем огромный привет, ребят. До вас тоже доберусь. Доеду потихоньку. Чаек также с конфетками, да? И также С конфетками, Мгм. как тебе вот кто-то добавляет сахар, понятное дело, такой просто сладкий чай, кто-то с конфетами. Кому как удобнее, кому как больше нравится. Слушай, а где здесь вот так вот, если пешим ходом, допустим, где здесь можно погулять? Здесь? Да. Здесь, во-первых, водопад Инкуб. Мы до него дойдем? У нас, к сожалению, так как ограниченное время, мы до него сегодня не дойдем, но будет повод, во-первых, всегда вернуться, потому что с этого водопада еще и местные берут воду, которую... Прям. То есть там прям есть система водоснабжения в верхней части села, как я говорил. Здесь еще и теснина Индери, которую тоже стоит посетить, очень крутая локация. То есть, в принципе, на 2 дня, если ты приезжаешь, то есть один день ты просто можешь зависнуть и чилить, и вообще ничего абсолютно не делать. Там работай, если тебе хочется работать. Я не знаю, читай. Во второй день, опять же, водопад. В принципе, Ахмед, владелец гостевого дома, он все подскажет, все расскажет, объяснит, как дойти. То есть вы сможете это, если вы приехали вдруг сами, то сами сможете дойти. Если с гидом, понятное дело, все гиды практически знают эту дорогу туда. Точно так же к Теснине. То есть прям 2 локации, которые здесь еще можно захватить. Это прям хорошая прогулка. Очень. Насколько вот вы бы рекомендовали сюда приезжать? Ну, с учетом местных всех красот, которые... Именно вот... сюда или в целом Дагестан? Сюда. Вот конкретно вот сюда отдохнуть, Минимум на допустим. 2 дня. Пару дней чисто зарелакситься и все. Конечно, конечно. Это просто 2 дня, с учетом, что ты отсюда можешь куда-то отправляться на прогулки, условно, там, легкий трансфер. Дальше там смотровая, Харачи на Ирганайское водохранилище. То есть есть куда поехать. Есть куда поехать. Да. Заранее, то есть сказал про трансфер, то, что нужен, и все. Договорился с кем-то, да, если вдруг там очень сильно самоуверен. Я не уверен, что это стоит того. Ну, не знаю. Просто в Сочи по серпантину едешь, там все равно, ну, не так. Здесь прям 10 реально километров, ты вниз, потом вверх, то есть, ну, так, поопаснее. Поэтому, ребят, рекомендую, наверное, все-таки... Кататься с местными. Да, с местными с кем-то покататься, побезопаснее. Между прочим, кстати, по горам очень аккуратно люди водят машину. Я не увидел, чтобы там были эти прям гонки как какие-то вообще ненормальные. Так что как-то так. Ну а так, из общего, я не знаю даже, что еще сказать. Наверное, просто стоит хотя бы раз в жизни посетить это место, увидеть всю эту красоту, послушать, как бы это смешно ни звучало, тишину. Ну и, мне кажется, проснуться, знаете, вот вообще просто перезагрузившись от всего, от всех проблем, от всех забот. Потому что здесь слово «красиво» — это немного другое. Весь этот масштаб, весь этот объем, это, ну, просто невозможно все это передать. И обязательно, конечно, вот в каньоне прям рекомендую тоже сходить, посмотреть, потому что это, конечно, очень красиво.
Не знал бы, что это Дагестан, я бы никогда не подумал, что это 100% это за границей. Ну, а мы будем собираться. С тебя, как говорится, лайк, там комментарий. Вот. Контакты, кто захочет. В знак благодарности мы оставим обязательно, да. И что еще? Я не знаю, что еще им сказать. Рекламы у нас нет, конечно, да, хотелось бы. Вот, телеграм-канал, да, Hard Inside, два английских слова, ссылочка внизу в описании, зайдете, посмотрите. Вот. Ну и ждем дальше приглашений, потому что мы сейчас вот Дагестан снимем, а вот другие-то что-то как-то вот, знаете, такие вот приглашения. Вот если бы, конечно, сказали: Алексей, приезжай, пожалуйста, мы вот все покажем, все расскажем. Вот и ребят меня давно звали, год целый я никак доехать не мог, вот все-таки собрался, доехал. Прощаемся. Прям, знаешь, даже говорить так лень так говорить. Хочется он еще вот заточить, вот и все, и все. А нам еще ехать. Так что прощаемся, удачи, берегите себя, ребят. До скорых встреч. Пока-пока.